Друзья, всем привет! Сегодня отвлечемся от серьезных и глобальных тем, от мировых проблем и катастроф и поговорим о самых странных и необычных птицах, которые населяют наш земной шар. Удивительно, сколько в мире разнообразных существ. Некоторые из них вполне обычные и привычные для нас животные, другие же просто поражают своей уникальностью и непохожестью на других. Ловите топ-20 самых странных птиц на планете. Поехали! Абиссинский рогатый ворон. Всем своим видом эта птица показывает свою индивидуальность. Рогатый ворон относится к семейству птиц-носорогов и отличается весьма необычным клювом. Живет абиссинский ворон в Африке, есть популяция в США, во Флориде. Это довольно крупная хищная птица размером около метра, с черными перьями и черным клювом. Питается ворон небольшими млекопитающими, мелкими ящерицами, насекомыми, падалью, фруктами, орехами. В зоопарках и заповедниках живут до 40 лет. Шлемоносный казуар. Казуары живут на территории Новой Гвинеи и Австралии. Эти удивительные птицы отличаются не только необычным видом, но и тем, что они не умеют летать. Еще поражают их внушительные размеры. Взрослая особь вырастает до 170 сантиметров. Эти птицы занесены в Международную Красную книгу. В мире насчитывается около 2500 пар. Но с каждым годом численность казуаров снижается. Происходит это из-за сокращения площади их обитания, из-за браконьерства и соседства рядом человека. Необычный вид казуару придает его шлем на голове. Есть версия, что он помогает пробираться через заросли. Другая версия, более правдоподобная. Шлем является показателем статуса птицы и имеет большое значение в социальном поведении. Казуары разгоняются до 50 км в час благодаря своим мощным ногам и прыгают на расстояние более 1,5 метров. Эти птицы еще и отличные пловцы. Они легко могут переплыть широкую реку. Питаются птицы фруктами, грибами, насекомыми, мелкими зверьками и даже падалью. Бородач. Необычная птица с характерной бородой обитает в Азии, Африке и Южной Европе. У крупных особей размах крыльев составляет 3 метра. Красивый цвет перьев и уникальность вида сделали бородача любимой добычей браконьеров. Из-за этого численность этих птиц совсем невелика. Бородачи создают пару на всю жизнь. Самка откладывает 2 яйца, но одно уничтожает. Питаются в основном падалью. Гоацин. Удивительная птица, напоминающая динозавра, которую еще называют скунс из-за неприятного запаха. Обитают гоацины в Южной Америке, поражают своим внешним видом и схожестью с птеродактилями. Живут в зарослях, на деревьях, около рек. Гоацины умеют летать, но мало пользуются этим навыком. Шалфейный тетерев. Эти птицы живут в степях Северной Америки. Их рацион составляют листья и травы, иногда мелкие беспозвоночные. Тетерев далеко не самая крупная птица, вырастает в длину до 75 сантиметров, весит около 4 килограммов. Отличительной особенностью самцов являются большие мешки на груди. С помощью них самцы издают громкие звуки, которые привлекают самок в период спаривания. Эквадорская зонтичная птица. Обитает в Западной Колумбии и Эквадоре. Самцы этого вида вырастают до полуметра в длину и имеют отличительную черту в виде необычного выроста на груди, который покрыт перьями. Этот вырост еще называют сережкой. И он довольно длинный, до 35 сантиметров. Самки в 2 раза меньше самцов и имеют сходство с воронами. На голове у самцов нависающий гребень, оперение черного цвета. В период ухаживаний самец надувает необычную сережку на груди, чтобы привлечь внимание самки. Голубоногая алуша. Эта птица точно знает, как быть в центре внимания. Ее необычные голубые ноги заслуживают отдельного внимания. Обитает алуша на Галапагосских островах и на побережье Тихого океана. Цвет ног у самцов играет огромную роль в период спаривания. Чем ярче ноги у самца, тем больше шансов, что самка выберет именно его. Питаются птицы рыбой, за которой очень удачно охотятся. Они могут нырять за добычей на глубину до 25 метров. Великолепный фрегат. Эти птицы обитают у берегов Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Длина их тела в среднем около метра. Фрегаты получили свое название в честь военного корабля из-за своих хулиганских привычек. Они часто преследуют других птиц с целью отобрать у них добычу. Молодняк фрегатов часто склевывают яйца птенцов.
Характерной особенностью самцов-фрегатов является их большой мешок на груди красного цвета. В период ухаживания самцы издают громкие звуки и раздувают мешки, становясь похожими на воздушные шары. Китоглав – удивительная и необыкновенная птица, имеющая поразительное сходство с динозаврами. Живет в Африке на берегах Нила. Про китоглава у нас на канале есть отдельное видео. Ищите ссылку в описании. Топорок. Эта морская птица принадлежит к роду тупиков. Особенно поражает ее внешний вид. Необычный большой клюв яркого цвета, похожий на топорик. Длинные седые брови, яркие ноги и черные перья. Отличные охотники за один раз способны принести своему птенцу более десятка мелких рыб. Самка откладывает одно яйцо. Большой индийский калао. Птица-носорог живет в тропических лесах Азии. Калао питается фруктами и плодами фигового дерева. Эти птицы имеют довольно крупные размеры, до 1,5 метра. Их легко можно узнать по специфическому большому клюву и рогу на голове. Интересный факт: самка откладывает яйца белого цвета, которые со временем становятся коричневыми. Во время высиживания яиц самка за 1 неделю полностью меняет свое оперение на хвосте и крыльях. Африканский марабу. Эта африканская птица обитает недалеко от пустыни Сахары. Ее внешний вид весьма специфичный и довольно неприятный. Длинные ноги, огромный клюв, черные перья и белый живот, лысая голова и странные пятна на ней. Марабу питается падалью, грызунами, насекомыми, рептилиями, птенцами других птиц. Веероносный венценосный голубь. Эти красивые птицы обитают в Новой Гвинее. Голову голубей украшает удивительная корона из перьев. Птицы достигают размеров до 70-80 сантиметров. Питается венценосный голубь фруктами, семенами, плодами деревьев. Живут около 20 лет. Очковая гага. Даже в семействе утиных есть удивительные особи. Очковая гага обитает у берегов Северного Ледовитого океана. Отличительной чертой этих птиц считаются их необычный меховой клюв и окрас возле глаз, будто птица в очках. Самки коричневого цвета, самцы бело-серые, с необычными салатовыми перьями на голове. Рацион птиц составляют моллюски, насекомые, семена, трава, ягоды. Райская птица. Удивительные птицы обитают в Новой Гвинее. Их называют самыми красивыми и необыкновенными птицами на Земле. Самцы разных видов райских птиц облачены в красочные костюмы с удивительными деталями. Ленты, хохлы, усики, длинные шлейфы, необычные юбки, яркие цвета. Всего известно 45 видов этих птиц. Южноамериканская гарпия. Эта птица относится к семейству ястребиных. Обитают хищные гарпии в Южной и Центральной Америке в тропических лесах. Гарпии имеют мощные ноги с длинными когтями, способными удерживать большой вес. Размах крыльев составляет до 2 метров, в длину достигают 110 сантиметров. Питаются мелкими и средними млекопитающими, птицами и рептилиями. Численность этих птиц сокращается из-за уничтожения лесов, из-за браконьерства. Популяция не увеличивается еще и потому, что самка откладывает одно яйцо раз в 3 года. Королевский гриф. Королевский гриф отличается от других представителей своего семейства ярким оперением. Обитает на территории Южной Америки. Эти птицы с цветным окрасом довольно крупные, достигают в длину до 85 сантиметров и весят до 4,5 килограммов. Размах крыльев королевского грифа впечатляет – до 2 метров. Колибри-пчелка. Эта птица весит меньше, чем перо страуса. Средний вес – 2 грамма. Длина колибри 5,5-6 сантиметров. Сердце бьется до 500 ударов в минуту. Обитает эта крошка в лесах на Кубе и находится в уязвимом положении из-за разрушения среды ее обитания. Колибри питаются нектаром, зависая над цветком и совершая 90 взмахов крыльями в секунду. Кондор. Удивительная птица, которая отлично летает. Это самая большая и тяжелая летающая птица. Индейцы верили, что кондор держит солнце на своих огромных крыльях, размах которых достигает 3,25 метров. А длина тела кондора около 1,5 метров. Обитает в горах Южной Америки. Питается кондор падалью, яйцами и птенцами. Кондоры моногамны, создают себе пару на всю жизнь. В дикой природе осталось около 10 тысяч особей. В США эта птица включена в список исчезающих видов.
Черноногий сокол-крошка. Этот мини-хищник весит всего 35 граммов и вырастает до 15 сантиметров. Обитает сокол в южных и восточных регионах Азии. Сокол-крошка занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая маленькая хищная птица. Питается насекомыми, живет в лесах рядом с открытыми равнинами на высоте до 1,5 километров. Это была наша двадцатка самых необычных птиц. А какая птица удивила вас больше других? Пишите в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы узнать еще много интересного. До встречи на канале Фактограф.